Добрый день, друзья! С вами Щеглов Шкодник. Сегодня поговорим о сверчках, которые мучают многих владельцев концернов VAGO. Это Audi, Volkswagen, Seat и, конечно же, Шкода. У меня Шкода Октавия, как вы знаете, и сегодня речь пойдет о моторчике печки. Многие знают о том, что при включении первой, второй, третьей скорости, бывает даже, конечно, и четвертой, возникают различные шумы, гулы и многое другое. Сегодня мы своими руками, в том числе и вы своими руками, легко и просто сможете это сделать в условиях гаража и избавиться от этих сверчков, жучков, гула, шума и тому подобное. Усаживаемся поудобнее и погнали! Для того, чтобы нам добраться до нашего моторчика печки, нам необходимо в нижней части под бардачком открутить две пластмассовые клипсы. После этого мы снимем обшивку, и там у нас располагается наш мотор печки. Вот обшивка, друзья, снялась. После этого мы снимаем фишку и снимаем наш мотор печки. Когда сняли, его подаем немного к корпусу автомобиля, потом вытягиваем вниз. Он отлично выходит. Больше никакого демонтажа осуществлять не нужно. Друзья, чтобы снять сам моторчик, нам необходимо, вот здесь есть у нас заглушечка, ее поднять вниз, на нее взять и вниз немножко приподнять, а потом вот так немножко вправо, оп, сдернуть моторчик, и все, отлично выходит. Теперь мы его берем и подаем немного к корпусу автомобиля, потом снимаем вниз. Итак, почему происходит гул, почему появляются наши сверчки при включении печки? Давайте попробуем вместе разобраться. При эксплуатации на нашей крыльчатке появляется пыль, которая пригорает, она дает дополнительный груз, и после этого происходит дисбаланс нашей крыльчатки, и она начинает ходить не по кругу, как она должна это делать, а со смещением. Поэтому воздух, попадая на наши ребра, создается вибрация, и он уже идет не по конструктивным своим предрасположенностям, а во вред им, можно сказать. То есть он выходит не по правильным направлениям. Значит, смотрите, что мы будем сейчас делать. Мы разберем, снимем наш кожух, и после этого сейчас произведем чистку нашей крыльчатки. Еще, друзья, хотел обратить ваше внимание, когда будете чистить крыльчатку саму, обращайте внимание на грузики, которые у нас висят, их обязательно не потеряйте, потому что будет дисбаланс и будет уже вибрация, то есть не от пыли и грязи, которая села, а будет уже непосредственно из-за нарушения конструктивных особенностей строения нашего мотора печки. Для того, чтобы почистить нам наш моторчик, я беру вот такой вот ёршик, это небольшой лайфхак. Он маленьких размеров, он отлично заходит между наших усиков. То есть вот таким вот образом мы его туда помещаем и чистим. Вот, он отлично вычищает. Нужно поработать, конечно, но отлично вычищает. Вот вы можете убедиться в этом сами. Ёршик данный я покупал в электрическом магазине. Просто спросил, какие есть ёршики. То есть маленьких размеров мы вычищаем всю нашу грязь. После того, как мы почистили наш моторчик, мы приступаем к снятию корпуса. Для этого нам необходимо нажать на 3 заглушки. Одна, вторая. Вот так вам будет лучше видно. Вот вторая. И вот третья.
возле самой фишки. Нажимаем, после этого у нас корпус выйдет к нам в руки. Вот здесь, друзья, аккуратно, когда будете открывать корпус, там есть два провода. Смотрите, их, конечно, не оторвите. Он идет, эти два провода от фишки, плюс и минус. Для чего мы вскрыли наш корпус? Ребят, смотрите, значит, есть вал. На данном валу в соприкосновение нужно капнуть смазочной жидкости. Точно так же вот здесь, где наш вал заходит в корпус, туда тоже капаем ВДшки, либо другой смазочной жидкости. При помощи компрессора подаю сюда воздух, раскручиваю этот мотор и поливаю еще жидкости сюда. Таким образом, наклоняя его корпусом вниз, подавая сюда жидкость, не перебарщивайте, кстати, чтобы оно не попало у нас внутрь на нашу обмотку. Жидкость у нас проходит через весь корпус и выходит сюда. Таким образом мы обеспечиваем достаточно большее количество смазывания нашего вала, и в последующем легче будет наш механизм сам ходить. Друзья, что хотелось бы еще сказать. Есть видео, где я рассказываю о том, почему не работает моторчик печки, либо работает в четвертом положении. Это термопредохранитель. Когда на нашем валу создается сопротивление больше, чем положено, у нас выходит из строя термопредохранитель, и, соответственно, моторчик у нас работает только напрямую на четвертой скорости, либо вообще не работает. Следите за вашим моторчиком. Такая особенность, такая болячка у ВАГа, поэтому нужно своевременно делать обслуживание, можно сказать, нашего моторчика. После этого собираем наш моторчик обратно. Еще, друзья, один лайфхак. Значит, когда корпус мы вставили, нам необходимо защелкнуть наши резинки. Делаем мы это таким образом. Значит, мы ставим корпус на твердую поверхность, чуть-чуть нажимаем, и после этого отверточкой нашу резиночку поддеваем сюда. Вот таким образом она, то есть, защелкивается и становится. Еще раз покажу на второй. Так, берем. И вот так. Все очень легко одевается. Никаких сверчков, шумов и иных посторонних звуков. Приятно и спокойно на душе. Если вам понравилось видео, то поставьте ему лайк и подпишитесь на канал. Таким образом вы поможете продвинуть это видео повыше, и еще много людей узнает о том, как устранить данную проблему, неисправность, ездить тихо и не нервничать в своем автомобиле. Я буду вам благодарен и сниму что-нибудь еще интересное. До встречи!